Здравствуйте, друзья! С вами Ольга. Это видео выходит немного с опозданием, так как я нечаянно после монтажа удалила весь отснятый мастер-класс, не успев выложить его на канал. Но работа получилась очень красивая, и я решила повторить пошив этой подушки. Посмотрите, какой симпатичный дедуля получился. А также я покажу, как легко, используя декоративные стежки, вышить вот такие ажурные снежинки. При пошиве подушки я в основном использовала футболки, то есть дала вторую жизнь этому трикотажу. Вот вырезала 2 квадрата 36 на 36 сантиметров. Расчертила вот так ромбиками. Линии друг от друга я чертила на расстоянии 5 сантиметров. Так как основа у меня трикотаж, и чтобы этот трикотаж не растягивался, так как у нас объемная тяжелая аппликация, я снизу подложила хлопчатобумажную ткань. По желанию между этими тканями можно проложить тонкий синтепон. Вот передняя и задняя части подушки. Я их простегала по расчерченным линиям. Далее взяла трикотаж бежевого цвета и, расположив на основе, буду решать, где будет располагаться лицо, какого оно будет размера. Вот. И вырезаю. Все детали аппликации я вырезала без выкройки. Эту подушечку, вот наподобие нее, я увидела в интернете картинку и, смотря на эту картинку, пыталась повторить такую аппликацию. Сложив детали лицом к лицу, я обстрочила по кругу. Далее в центре одной из деталей я сделала насечку, через которую вывернула эту заготовку, и в это отверстие наполняю немножечко синтепоном для объема, немного, и пришиваю вручную по кругу. Пришиваю потайными стежками. Вот, пришила. Теперь наметим бороду и усы для дедули. И вырежем их. Видите, просто взяла футболку и пунктиром вот так вот примерно намечаю, какого размера будет борода. На первой подушке у меня была борода побольше. И там как-то вот и сделала и шапочку побольше, и руки. Но здесь такая вот небольшая бородка получилась. Первый у меня будет такой Дед Мороз, а это такой дедулечка. Вот, видите, борода. И теперь усики. Вот примерно размечаю вот центр и нарисую усики. Вот один ус нарисовала и складываю детали. И вырезаю сразу 2 одинаковых. Вот, прикладываю. Все хорошо. Вот их разрезаю. Складываю эти детали лицом к лицу и буду прострачивать по кругу. Также и бороду лицом к лицу и по кругу. Прострочив эти детали, лишние припуски я срезаю, где-то делаю надсечки, где-то высекаю там. И дальше, так же, как вот в лице мы делали, в одной из деталей делаю надсечку, через нее выворачиваю и также немножечко наполняю синтепоном. Потом эти отверстия необходимо зашить, чтобы синтепон оттуда не вылазил. Эту бороду я пришиваю по верхнему краю. Ой, девчата, как я была расстроена, когда я все уже смонтировала и озвучила, и удаляла ненужные мне видеоматериалы, и заодно и удалила то, что мне нужно. Там столько работы, столько дней.
Но все-таки вот я пересняла и надеюсь, что кому-то это будет пригодиться и кто-то захочет это повторить. Дальше нам нужно вырезать ручки. Вот видите, также приложила и примерно начертила и вырезала. Вот рукава. Также складываю лицом к лицу. И вот так вот размечаю, раскладываю, где они будут находиться. И намечаю из зеленого трикотажа варежки. Вот и все. Складываю детали лицом к лицу, обстрочила, вывернула. Далее в рукавах на одной из сторон я застрочила, чтобы можно было наполнить синтепоном. Вот видите. Дальше сверху я застрочу, а варежки просто сверху настрочу. Вот такие заготовки. Теперь сделаем такие меховые манжеты. Вот полосочку вот так обкрутила, размер подобрала, все, и пришиваю также вручную потайными стежками. Вот разметила, где рукава и руки будут находиться. Пристрочу их к основе под бородой. И на бороде сверху сделаю вот такие строчки на машинке. Вот так. Теперь пришью вручную усики и сделаем нос. Вырезала небольшой круг из того же белого трикотажа, который мы использовали для лица. По краю наметочными стежками сделала шов. Положу немножко синтепона и стяну. Вот он получился носик. Закреплю это все. И пришью усики и носик. Вот усики пришила не до конца, краешки оставила свободные. Дальше сделаем небольшой подарочек, который будет держать в руках Дед Мороз. Вот шьем вот такой вот сперва мешочек, потом вот зашиваем, делаем такую подушечку. И эти уголки подгинаем к центру. Получается вот такой вот квадратик. Ну вот зеленый подарочек я там обмотала ленточкой. А здесь просто бантик сверху. Так, сделаем головной убор. Будет он в форме колпака. Центр колпака я немножечко сместила, видите, в сторону. Также примерно все наметила и вырезала. Просто шикарная аппликация получилась. Вот. Видите, бороду я по бокам немножечко уже пришила. Рукава до локтей также пришила. На этом Дед Морозе я также пришивала. Так, колпак. Вот мы все прострочили наш угол и выворачиваем. Теперь для объема, конечно же, немножко надо добавить вовнутрь синтепон. Все, немножечко. Все, и пришиваю по низу. Вот, пришила. И чтобы вот так вот колпак наш, видите, он здесь немножечко торчит вперед. Вот такую складку я закладываю. И ее просто вот так зашиваю, эту складку. Вот. Теперь сделаем бубончик. Вот такой же кружочек, как носик мы делали, только вовнутрь я уже не ложила синтепон, так как ткань не так пушистая. Все, прошили по кругу, стянули, вот он бубончик. Закрепили 2-3 стежками. Все, и вот этот вот уголок вовнутрь, вот так раз туда вдавили. Углубление, видите, получилось. И туда мы всовываем наш бубончик. Все, и пришью его по кругу, вот так по краешку прям. Ну, в общем, вот так по кругу пришьем. Вот, смотрите, теперь с этой стороны, видите, надо пришить колпак к основе. Вот так вот, как он лежит, вот такой пришиваем также, вот стежками вручную. Вот, видите, вот так. Ну, такая вот объемная аппликация красивая. Так, сделаем опушку на шапочку.
из того же искусственного меха. Ну, материал такой пушистый, у меня даже не мех. Что мы делали манжеты, вот сделаю опушку. Пришила вот такие серые пуговки, сероглазый дедулечка. Вот. Ну вот и аппликация готова. Вот видите, бежевая ткань, вот эта вот, что для лица, она у нас одинаковая, что на том Дед Морозе. Но за счет того, что борода на этом больше, а тут меньше, он получился один больше, другой меньше. И также шапочка. Там больше, там меньше. Ну, вот такие вот дедусечки, лапусечки с подарочками. Вот видите? Ну, давайте пошьем вот такие вот снежинки. Посмотрите, какие они нежные, красивые, ажурные. И очень легко шьются, вышиваются. Вот, смотрите, мылом я чертила вот такую линию. Все, начало, конец обозначила, такой отрезок. И взяла белую нитку, конечно, снежинки белые. В одну нитку я шила. Вот, смотрите, тамбурный шов. Вот такие маленькие стежки, где-то 0,3 по 3 миллиметра. Вот, из одной петелечки делаем вторую петелечку. Также из второй петелечки в третью переходит. Ну, тамбурный шов, я думаю, многие его знают. Вот, и шьем вот эту вот строчку нашу до конца. Вот, и она получается такая ажурная, нежная. Вот. И такие снежинки, да, разного калибра. Большие, маленькие. Как-то чередуются эти стежки разные. Такая прелесть получилась. Можно просто, даже без аппликации, просто расшить вот хоть подушку, хоть одеяло вот такими снежинками. Вот, смотрите, вторую строчечку мы наметили, третью, четвертую, да, те большие, эти маленькие. Вот прошили тем же тамбурным швом. Вот, смотрите, на этой подушке вот такая же основа. Вот, видите, то же самое. И потом от этих строчек делаем вот такие веточки в стороны. Туда-сюда, 2 стежка, 3 стежка. В центре вот по стежку я сделала. Вот, видите, тоже тамбурные швы. И только тут вот добавились французские узелки. Здесь вот такие вот галочки. Вот, ну давайте, чтобы вопросов не было, чтобы было все понятно, покажу, как я делала эти галочки. Вот смотрите, вот так вот. Вдела, ниточку придерживаю, втыкаю и продеваю в тамбурный шов. Вот. Получилась вот такая вот галочка. Вот смотрите. Все легко и просто, да, гениально и просто. Так получилось красиво. Очень нежно и ажурно. Вот, теперь давайте сделаем французский узелок. Вот, вдели. И делаем навивы на иголочку. Вот раз, два, три, четыре, 5. И втыкаем примерно в то же место, откуда мы, где первый прокол. Вот. Вот, и затягиваем. Видите, получился вот такой вот узелочек. Вот, используя вот эти вот 3 стежка, декоративные стежки, я вот вышивала вот эти все снежинки. Вот, смотрите, тамбурный шов, вот эти галочки и французский узелок. Вот, посмотрите, какая прелесть просто. И такие нежные, прям воздушные, да, и такие ажурные получились. Ну, вот так вот получились у меня вот так. Ну, не 2 подушечки, пока что одна, это заготовка. Ну, вот когда мы это все расшили, уже не буду пока расшивать вторую, потом доделаю. Вот, видите, у меня сбоку идет молния. Вот, я сложила вот таким образом, видите, друг с другом вот так. Положила переднюю и заднюю деталь. Между ними положила молнию и пришила ее. Вот, когда пришили молнию, сложила их вот так и сострочила эти 2 детали по 3 оставшимся сторонам. Края обработала зигзагом. Все, наволочка готова, вывернула,
вдела туда подушку. И вот такая вот подушка обалденная, правда, получилась? Новогодняя тематика. Но я смотрю, совсем мало человек угадали, да, что это будет Дед Мороз. Большинство ожидало, что это будет снежинки. Ну, это получилась подушка 2 в одном, да, аппликация Дед Мороз. А снежинки это не аппликация, а такая вот, скажем, вышивка. Ну а в следующем видео это будут новогодние сапожки, так называемый сапожок Дед Мороза для подарочков. Будет тоже очень интересно, не пропустите. Ну а я желаю всего самого хорошего и до скорых встреч. Всем пока-пока.